А что это? Как вы определите? Совершенно природное состояние, переход из состояния X в состояние Y, тут все. Теперь представьте, если у кого-то есть возможность, потому что у него же тоже есть голова, мозг, есть возможность и доступ вот к этому блоку или органу, который заполняется. И если у него есть возможность выбросить, очистить вот эти наполненные клетки, 70%, например, спустить на 50 или 40, она просто система останавливается. Не наполнена. Сигнал перестает идти к раковым клеткам. Они просто вот так, хоп, и снова затухают. Они там, но они просто затухли. Перестают развиваться. Ну, таким простым способом я и делаю эти чудеса. И получается, у человека возникает шанс выжить, быть здоровым. Я знаю, у вас очень много случаев, когда люди обречены, уже не помогает ни медицина, ни лекарства. И они обращаются к вам, и вы их вытаскиваете, буквально вытаскиваете с того света. Это правда? Ну, пишут так. Человек, который торгует со смертью, то есть договаривается, я кого-то там вернул и так далее. Ну вы знаете, наверное, людям надо чудо. Для меня вот это чудо, которое происходит, визуально это и выглядит как чудо, когда человек должен был умереть ночью, а утром он просто просыпается, делается наоборот. Ну, я вам Вот рассказываю. расскажите несколько таких примеров, один, два. Да, ну я попробую Пожалуйста. сказать интересные примеры, да? На ваш взгляд, самые интересные. Да, интересные, чисто профессиональные интересные, Да. о них было много. Это было несколько лет назад. Я лечу в одну конкретную страну, значит, попросил меня очень знаменитая личность для отца. Отцу 72 года, помню как сейчас, рак, как полагается, так сказать, последняя стадия и так далее. Человека даже с аппаратов отключили, он в коме полностью. Смерть ожидается буквально каждый час. Ну, дочка чувствует обязательства, и я лечу в эту страну. Я лечу туда только посмотреть человека пока еще. Вот это самое главное. Никаких обещаний с моей стороны никогда человек не получает. Это было бы просто незнание материи, которой я занимаюсь. То есть вы не даете гарантии, как другие. Да, вылечу, да, помогу, все прекрасно. Никогда. Уже отличительные черты. Здесь моральный элемент есть. Моральный это кодекс. его организм, это его болезнь, это он сам, это не я. Я здесь как оружие, инструмент. Вот и все. Давать гарантии, значит, я практически не знаю, что я делаю. Это невозможно. Так, в общем, я лечу туда. Мы приходим в больницу, ну, понятно, женщина знаменитая очень и так далее, без проблем. Человек лежит, аппаратов больше нету. Я проверяю ситуацию. Что я проверяю? Есть ли вообще какие-нибудь ресурсы, где-нибудь еще, хоть какие-то. Здесь силой ничего не сделаешь. Вы подпустите туда любого экстрасенса, специалиста, он его убьет в течение 3 минут. Моментально. Вот поднимет руки, помашет и загубит. Потому что ресурсы настолько микроскопические, ни в коем случае нельзя использовать силу. Любую силу. Это как ювелирная работа. Я лезу в мозг, смотрю, что там творится. Ну, это понятно, что я объяснил, да, где, куда сигналы идут и так далее, и так далее. Я сказал, процентов у нас 3. 3% всего лишь. То есть 97%. Практически ничего, 3%. 97% ты бессмысленно платишь деньги. Не маленькие. Но ты бессмысленно. Ты решай сама. У нас 3%. Что может быть, я свое дело сделаю на 100, но этого человека уже нет. Что-то там еще работает. Женщина согласилась. Говорю, хорошо, будем работать. Работа идет быстро, слабо, не сильно. Вот точно столько, сколько нужно. Что-то я там понаделал, не буду рассказывать. Это делается не руками, вот этим инструментом. Я сказал, жду от тебя звонка завтра утром с информацией, что он умер. Или, может быть, что-то другое. На утро она звонит, 9 часов, конечно, вся заплаканная, в шоке и так далее, и рассказывает, что утром, не то, что человек не умер, а он утром кое-как, ну, понятно, был в коме, открывает глаза, то есть возвращается из комы. Сам по себе факт уже чудо. Возвращается из комы и кое-как говорит, ну, как может говорить человек бывший, еле-еле, но его понимает. Говорит, я должен был умереть этой ночью.
Он начал говорить сразу после того, как Ну, вышел. это понятие да, говорить. Да, ну, объясняться. Да. Мгм. Говорит, я должен был ночью умереть. Говорит, и ты знаешь, кто меня спас? Вот тот молодой человек, которого ты вчера привела. Говорит, папа, ты же был в коме, тебя не было. Говорит, я знаю, что я умирал. Описывает туннель зеленый какой-то и так далее. Говорит, и я Светящийся пошел, обычно, да. светится, и человек летит. Говорит, я пошел. И вдруг входит он, берет меня за руку и говорит, тебе еще не время. Говорит, и потянул меня вот сюда. И он полностью меня описывает. Вот, этот человек скончался через 2 года. Ну, 2 года все-таки пожил Рубен. Ну, его жизнь, ну, вот это одно из невероятных чудес, которое произошло. Так же, как случай с мальчиком, который упал с дерева, 9-летним. Да, недавний случай с мальчиком, тоже невероятный случай. Я вам рассказывал. Это было 2 месяца назад. 2 месяца назад, опять же, я лечу в страну. Ситуация серьезнейшая. Мальчик 9,5 лет забрался на дерево и головой вниз летел с 3-метровой высоты. Страшно. Падает ребенок, ну, можете представить, что это такое. Я еду Головой? в больницу, головой вниз. Я не знаю, что там, как он не разбил, что сделал, но гематома вот такая. Вот пол головы не видно. Вот такая опухоль, понятно. Его просто успели спасти, подключись на аппараты. Дыхание и сердце, да, просто подключись на аппараты. Но человек, мальчик в коме, ничего здесь доктора не сделают, потому что практически нечего делать. И ждут И так же, невозможно как и в такой все, ситуации. так сказать, смерти. Вот, система работает на мини-мини-минимуме. Опять то же самое дело. Я посмотрел, объяснил, что ситуация, ну, драматическая максимально. 5%, ну, 6%. Организм молодой еще, ресурсы там были чуть побольше. Ребенок. Что-то можем сделать. Я сделал и улетел. Через 3 дня у ребенка начинаются рефлексы. Двигательные. Ну, рефлексы, глаза, и доктора знают, глаза, ноги и так далее. На 4-й день он открывает глаза. Снова кома, реальность, кома, реальность. Не буду рассказывать. Я ребенка увидел через, сейчас я скажу, это было 10-е, через 1,5 месяца. То есть, когда я прилетел в институт, ко мне пришел абсолютно нормальный, здоровый ребенок. Все абсолютно процессы восстановились. Что само по себе чувство? Все. И слух, ну, И все речь. абсолютно. И речь, да. Ну, понятно, что у них дома я вешу в Портрет, рамки. молится, как я говорила, на вас. Ну. И на самом деле спасли ребенка, это чудо. Я Это- всего лишь инструмент. Будем говорить, случайно получилось. Не люблю это дело, что я что-то сделал. Получилось, вот так Вы получилось. знаете, Рубен, я смею не согласиться с вами, потому что уже идет цепочка этих случайностей, и переходит закономерность, потому что пациентов много за эти годы. И я знаю, что уже в 24 года у вас были первые случаи, пусть не такие сложные, скажем, как вы вытащили кого-то из комы, или раковой опухоль, но тем не менее, уже тогда вы начали лечить людей. Вот скажите, с какими диагнозами все-таки к вам обращаются, и что вы более охотно берете? Ой, ну- Отказываете ли вы когда-нибудь кому-то? Редко отказываю. В основном, ну как в основном, это мало. Все-таки у меня есть определенный имидж, определенный бренд. То есть ко мне не просто ходят, потому что кто-то лечит. Люди идут к целителям и идут к Рубену. Это понятно. В определенных странах так и есть. Если что-то произошло, понятно, это Рубен побывал. Поэтому ко мне не приходят просто с какими-то диагнозами. Обычно люди уже пробовали что-то, и если не помогло, ну получилось так, не помогла, медицина что-то сделала. Традиционная медицина, врачи, или да. нетрадиционная даже. Не помогла, тогда приходят ко мне. Но эти диагнозы достаточно интересные, сами по себе, уже достаточно конфликтные. С обычной язвой, например, человек может ко мне, они приходят, но очень редко. Потому что я в основном это не делаю. Я говорю, да нет смысла столько денег просто платить. Потому что иммунная система, она сама очень хорошо борется с этим делом. Ну, пойди к другому специалисту. В моем институте сработают мои ученики, они это сделают. Или другой специалист. То есть я не беру людей не потому, что говорю, не могу. Нет, такого нету. Просто Неинтересно, может. неинтересная работа. Она механическая работа.